Прошел уже почти 1 год с того момента, как я последний раз выкладывал на своем канале видео с Олимпа. И после такого перерыва я вновь решился выйти на арену. А что из этого получилось, вы узнаете в этом видео. Вы на канале Стальные, и вас, как всегда, приветствует Глад Ампутация. Начну с того, что раньше я в основном не выкладывал свои поражения, за что иногда получал в свой адрес небольшую порцию критики. Возможно, это даже и заслуженно, ибо у некоторых зрителей формировалось мнение, что дуэлист с моим обвесом может достойно противостоять топовым игрокам. Спешу разрушить этот миф, так как в подавляющем большинстве представители топового обвеса на арене мне просто отрывают ебало. Но поймите меня правильно, у меня по большому счету развлекательный контент. Кстати, если вы хотите увидеть, как бьется элита мейн серверов, я рекомендую вам посетить и поддержать относительно молодой канал Эндорфина. Действительно хороший, я бы даже сказал, профессиональный контент по Олимпу. Ссылочку оставлю в описании. Так вот, как я и сказал ранее, спустя почти год я посетил арену. В августе я провел 29 боев, из них 24 победы и 5 поражений. По итогу взял руну за первое место на своем сервере, и потому буду считать, что мой камбэк прошел удачно. Хотя на самом деле все было не так радужно, как бы мне этого хотелось. Сказался очень долгий перерыв, пришлось практически с нуля учиться играть заново. Я и раньше-то никогда не отличался прямыми руками, а в этот раз я совершал такие дикие косяки, что мне даже стрёмно показывать вам бои, где мне каким-то чудом удавалось выиграть у неплохих игроков. Но я не собираюсь останавливаться и продолжаю посещать Олимпиаду, потихоньку откладывая те редкие поединки, где, по моему мнению, были достойные соперники, бои с которыми мне не стыдно будет выложить. Как только соберется достаточное количество материала, я запилю нарезку. Из всего того, что я вам сегодня озвучил, у вас могла сложиться такая печальная картина. И чтобы как-то скрасить это видео, я решил вам показать и прокомментировать один из своих недавних поединков, который, на мой взгляд, может наглядно показать реалии современного Олимпа. И то, как у меня в основном проходят бои с игроками, которые имеют неплохой обвес. Перед нами открытая арена и хорошо забущенный 117-й лучник. С моей стороны идет сразу почти фулл заюз и глупая надежда на свой танзанит. Юзаю звезду, и так как у звезды долгий каст, я ожидаемо ловлю шиллинг и получаю в лицо через свой танзанит 376 тысяч дамага. Второй раунд. Пора тебе навестить праотцов. Мне стоит поблагодарить богов за то, что послали мне столь достойного противника. Терять особо нечего, юзаю брошку, закрываюсь рубашкой, и со звезды луку неожиданно прилетает 1 миллион 257 тысяч. Твоему чистолюбию пришел пиздец. Откроешь дверь? Третий раунд. Фулл заюз, проебал только 15% урона в ПВП, так как на момент каста он у меня еще не слетел. Думаю, тут лучше было бы попытаться поймать его в шиллинг через Соник и накинуть дуэль. Но я закрываюсь барьером, даю звезду, лук уходит в хайд. Так как это была открытая арена, я удачно выбиваю его таликом. Юзаю танзанит, хотя разумнее было бы продолжить закрываться рубашкой. В итоге мне тут просто немного повезло, и я его убиваю до того, как у меня слетает барьер. Получи и распишись. Я твой батька. Конечно, в большинстве случаев встречи с подобными игроками для меня заканчиваются поражениями. Но я все равно продолжу качать левел, практиковать Олимп и понемногу накидывать буста, чтобы в будущем вас порадовать нарезками из таких поединков. Не судите меня строго, я всего лишь старый Глад, который не любит выкладывать свои поражения. Хочу заметить, что своими роликами с Олимпа я никоим образом не хочу как-то оскорбить или унизить кого-то из своих оппонентов. Видео на ютубе – это мое хобби, потому я попрошу вас относиться к моему творчеству как к развлекательному контенту. А мои поражения вы всегда можете заснять и выложить сами, или найти на других каналах по Lineage 2. Кстати, у того же Эндорфина, канал которого я упоминал в начале видео, точно мелькает одно мое позорное поражение. И если вы надумаете заглянуть на его канал, черканите у него в комментах последнего видео, что вы от Глада Ампутация. Хотелось бы реально оценить, сколько моих зрителей заглянет к нему на канал.
Подведем небольшой итог. Сразу хочется обратить ваше внимание на то, что с таким обвесом, как у меня, дать достойное сопротивление на Олимпе игрокам, имеющим топовый буст, что и раньше, что и сейчас, практически не представляется возможным. И даже если у вас не такие кривые руки, как у меня, доминировать на арене мне или вам с таким обвесом точно не светит. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Все намного хуже. Шучу. Ребят, на Олимпе вам всегда найдется с кем зарубиться, даже не имея топ-обвеса. Правда, в этом случае не стоит рассчитывать на высокие места в рейтинге, потому как только вы начнете набирать ПТС, вам сразу начнут отрывать ебало. Так как система подбора игроков хоть и хуево, но все же работает. И на этом месте я, пожалуй, буду закругляться. Но в заключение я хотел бы обратиться к игрокам сервера Айрин. Возможно, у кого-то из вас есть на продажу бесхозный клан. Дело в том, что в данный момент я нахожусь в своем твинк-клане 8 левела. И хотелось бы приобрести клан левелом повыше. Если у кого-то таковой имеется, то прошу вас отписать мне на почту в игре. А на этом все. С вами, как всегда, был Глад Ампутация. Всем удачи и пока.